Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Алекс Титанов, посвященному активному образу жизни, велосипедам, рисованию, стритлифтингу, господи, коллекционированию компакт-дисков и виниловых пластинок. Кстати, о последних. Надо быстрее надиктовать, пока сопли не полились еще в полный рост. Я только выехал. Сегодня у нас воскресенье, завтра на работу. Самое время прокатиться. На работу будильник у меня заведен на 4:30 утра. Да. А в 5:20 у меня уже поезд. Да, и воскресенье. Погода сегодня обещают нормальную, 12 градусов. Ветрено, правда, 22 км в час ветер. Еду на фломарт, на блошиный рынок. До него 35 километров, соответственно, сегодня получится 70 километров. Что еще? Мы по дороге поболтаем. Смотрите обязательно до конца. У меня сейчас изменился способ записи съемки, ведения съемки. Поэтому сейчас я на блошиных рынках запыхался. Больше снимаю, чем раньше. То есть у меня сейчас висит камера на груди включенная. И как бы кому интересно, как этот сей процесс происходит, что продают на фломартах, что еще, смотрите до конца, потому что самый вот блошиный рынок, виниловые пластинки или компакт-диски, это все будет ближе к концу этого видео. По дороге сейчас я поболтаю о чем-то с вами, ну и дальше будет вот так вот. Потому что раньше мне надо было, чтобы снимать на блошином рынке, на фломарте, доставать камеру, я держал ее в руке. Непосредственно включать, держать в руке, это привлекает внимание. Люди не любят, когда их снимают, тем более здесь, в Европе, это просто у всех паранойя по этому поводу. Да. А сейчас я просто, она у меня висит на груди, типа выключена, а на самом деле включенная. И я снимаю весь этот процесс. Не вижу в этом ничего плохого. Кидайте в меня тапки, ссаные, камни, мне пофигу. Я еду за этим, чтобы поснимать контент, чтобы купить классные компакт-диски или виниловые пластинки. Я с этого кайфую. Показываю вам сейчас в начале пути, как я выгляжу, чтобы вы знали, что за голова вещает. А дальше уже буду снимать непосредственно путь, дорогу, по которой я еду, потому что, ну, смысл снимать самого себя, там рассматривать на мне нечего. Вот, друзья, это было вступительное слово. Постараюсь минимально сделать сегодня видео. Каждый раз я это говорю, но как только я это сказал вслух, это значит, все, прячься, видео будет часа на 1,5. Смотрите обязательно до конца, я вас прошу просто. Самое интересное всегда к концу. Погнали! Сегодня удалось выехать пораньше, не так, как обычно. Я выезжаю в обед и приезжаю к концу блошиных этих рынков, когда они уже все сворачиваются. Сейчас 10 часов. Выехал я где-то без 20, без четверти 10, что для меня уже рано. Я встаю вообще рано всегда. То есть я в 4, в 5 встаю, вот выходные, сегодня в 6 встал. Это уже просто выспался. Учитывая то, что я вчера заснул часов 8. То есть я проспал там часов, сколько получается, 10. Не, раз в неделю надо прямо выспаться, потому что я всю неделю сплю по 5-6 часов. А на выходные вот этот внутренний будильник все равно подрывает меня в 4-5 утра. Сегодня исключение 6. Обычно это все равно 4-5. Но вырубаюсь я вечером уже в 7-8. Все, я уже храплю. К чему я это? Да, к тому, что надеюсь, что-то еще будет. Я приеду не к шабашу, а еще в самом разгару. В Фломарт сегодня блошиный рынок, как, собственно, все остальные в Ростоке городе. До него я уже сказал 35 километров. На обратном пути, походу, придется побороться с ветром встречным. Что еще? Ируся, я говорю, Ируся, давай. Не давай, а говорю, просто я поехал на Фломарт. Прокачусь. У нас уже с этим как-то поспокойнее стало, потому что раньше она все воспринимала это типа как какую-то блажь, мой этот велосипед, эти мои поездки, типа какого фига у нас выходные.
А сейчас я уже привык, и уже знаю, что мне надо проехаться. И уже спокойно это воспринимать. Не скажу, что мы раньше из-за этого там как-то ругались. Нет, ну, как-то я ее прекрасно понимаю. Это напрягает, когда кто-то один, выходные, ты ждешь их там несчастных этих 2 дня, кто-то где-то шляется непонятно где, я имею в виду себя. Вот, и как бы этот, чтобы еще и решить эту дилемму, конфликт интересов, я хочу сейчас пораньше ездить на свои велопокатухи в выходные. Ну, если мы вдвоем, конечно, не едем, пораньше. Ну, и 10 утра это как бы довольно-таки рано, это я в обед уже буду дома, к часу я дома буду, надеюсь, очень рассчитываю. И мы поедем еще вдвоем погуляем, уже я говорю. Руся, я поехал, все, мне надо. Да, окей. Лучше бы, конечно, мы сейчас поехали на машине, на море, погуляли бы, поели мороженое. Блин, без вопросов. Но мне сначала надо на велике проехаться. Потому что вот просто надо, я наркоман в этом плане. И никакая мне машина не заменит велосипед. Абсолютно. Потому что машина это все. Это прикольно, это классно, но велосипед это какое-то божественное эрфиндунг, изобретение человечества. И это здорово. В общем, сначала велосипед, потом машина. Прошлый опыт с судорогами ночными. Сегодня я взял больше воды, минералки, бананов взял. И еще блинчики с мясом, которые мне заменят электролиты. Они же с солью, правильно? Я вот просто пару слов о всех этих спортивных питаниях, чтобы вы понимали, это все фуфел. Это просто, это приносит удовольствие. То есть это как бы приносит удовольствие в плане твоего идентификации какой-то субкультуре. Качков, велосипедистов, не знаю, то есть пианистов, там вот, ну не знаю, может какие-то ноты им надо покупать периодически. И это как бы вот эти все батончики, все протеиновые, все углеводные, электролиты, которые все велосипедисты с удовольствием тратят деньги, покупают качки, протеиновые батончики, которые я тоже обожаю. Но надо понимать, что это просто делается для того, чтобы чувствовать себя частью этой субкультуры. И именно этот процесс приносит удовольствие. Но это можно, как бы оставаясь осознанным, этого можно избегать, не тратить на это деньги, как бы акцептируя, что и так это работает вот так и вот так. Но это все можно заменить просто обычным, нормальным, умным, сбалансированным питанием. С собой можно просто взять воды минеральной, фруктов, если надо, углеводов быстрых, сладкого, что не полезно, но работает быстро по углеводам. Ну и даже жирненького и солененького. И вот возьмите просто соленых орешков, и будет вам счастье. Ну то есть вообще не обязательно тратить деньги на все эти на весь этот спортпит. Хотя, повторюсь, я сам обожаю протеиновые батончики, но делаю это чисто потому, что я хочу быть частью этой субкультуры, и это приносит мне удовольствие. Их есть. Мои ролики можно смотреть в ТикТоке. Все ссылки есть в шапке канала. Там эти все мои видео в коротком виде. Это что за маневры такие? Мы едем с одной скоростью, красавчик. Тормозишь, поворачиваешь. Окей. Я тоже. В ТикТоке можно смотреть короткими, маленькими видео, выборочными, а не вот эти вот все портянки часовые. Также можно смотреть часовые портянки, но без моей болтовни на моем втором канале. Ссылка в описании к каждому видео.
реально солнцезащитные очки, потому что вчера я проехал немного, 40 километров, но глаза надул, короче, ветрено. А свои большие очки велосипедные, которые я купил на тему, которые пластиковые, я поломал. Потому что сумка вот эта новая, она меньше, она узкая и набита вещами, вроде бы нужными всеми. Очень мне в дороге. Я когда их доставал, поломалась дужка. Они китайские, одноразовые, но были прикольные в плане затемнения. То есть я же плохо вижу, я же очкарик уже. И они не для зрения, они просто от солнца. И они были днем темные, вечером светлые. В общем, там это работало. Эти, по идее, тоже так должны работать. Но они слишком затемняют. И поэтому я фигово вижу. Не четко. Ну, когда достаточно солнца. В общем, это вам информация ни к чему. Да, я просто к тому, почему я в очках. Ну, то есть, я предпочитаю натурализм. Там, без шлемов, без очков, без перчаток. Ну, когда это вот действительно уже надо, когда холодно, когда ветрено, окей, одеваю. Бюджет просто гигантский для таких мероприятий. Я взял 70 евро с собой. 70, Карл. Посмотрим, насколько я смогу включить голову и здравый смысл и рассудок, когда буду видеть что-то, какой-то винил абсолютно новый, двойной, нирваны за 50 евро. Или, как обычно, за все деньги, которые у тебя есть. Тогда просто отключается мозг полностью. И я такой, да блин, да один раз живем, халё, погнали, на все. И вот хотелось бы этого избежать. Посмотрим, как я сегодня смогу этот процесс контролировать. О, смотрите, краники эти, журавли. Вон. Да. Ну, иногда бывает такие моменты, когда вот типа есть возможность там много пластинок купить, и тебе на это дадут скидку. Вот тут имеет место быть, как бы раскошелиться. Ну, опять же, еще прикол в том, что я как бы взял вот этот полтинник, потому что у меня не было других денег, я взял двадцатку. Двадцатку как-то, ну, мало, не туда-сюда. Хотя это мой вот потолок, который я рассчитываю, 20 евро, все. И такой, вот еще бы десятку. Потому что тридцатка, это вот, как правило, все хорошие пластинки, они около того стоят. Тридцатка. Ну, то есть они стоят 35, пятерку скидываешь, сторговываешь, тридцатка. И жалеешь, что у тебя нету еще с собой денег. И я такой, блин, а мелких денег нет, только полтинник. Я такой, все, беру полтинник, но с этого полтинника только десятку. Но теперь у меня с собой 70 евро, и это очень опасно, потому что я могу их потратить все. Я буду последним идиотом, если это сделаю. Сильно слабый колокольчик, никто его не слышит. Звонок мой. Звони, никто не слышит, хотя вроде бы. Ну вот, ну что еще надо? Не слышат люди. Особенно в холодное время года, когда все шапка в капюшонах. Ноль на массу. Все, друзья, едем, выезжаю на нашу новенькую велодорожку, которую вот построили недавно и строили 2 года, которые я не могу нарадоваться. Прямо дорос такой, пиу, втулил. Когда выезжаешь из дома, чистый адреналин, чистый даже не адреналин, а дофамин. И такой кайф какой-то. Не можешь нарадоваться, особенно если рано утром. И такое думаешь, Господи, спасибо за эту дорожку, за этот велосипед, за возможность
ехать на этом велосипеде по этой дорожке Альте-Шведа. Вот. Прямо настоятельно рекомендую. Если вас тяготят какие-то призраки прошлого, какое-то плохое настроение, какие-то депрессии, скуки, незнание, чем заняться, куда себя деть, что делать, куда идти, просто заведите себе велосипед. И вы решите 99,9% всех ваших проблем. Если еще останется 1/100 из 100 проблем нерешенных, заведите еще себе YouTube канал или какой-либо видеоканал. И пофигу, что его никто не будет смотреть, что там активности 0. Не обращайте внимания. Просто катайте и ведите его. И будет вам счастье. Я прямо это говорю как человек с тяжелым бэкграундом за плечами. Я же езжу в наушниках всегда, или книга, или музыка в ушах. И не слышу, что происходит. Но уже второй день слышать не слышу, но чувствую, что цепь ведет себя подозрительно. То есть передается через ноги. А сейчас вот выключил музыку, послушал, блин, шелестит. А я же забыл, цепь-то новая. И при первой варке новой цепи в воске этот воск долго не держится. И я катаю прилично. То есть, мне кажется, что это буквально вчера я поменял эту цепь. А я уже на ней километров 250 проехал. А для первой варки это уже много. И сейчас вот чувствую, прямо слышу, что шелестит и надо менять на вторую цепь. Или точнее, по идее, нельзя на вторую, потому что первая, и она лежит, пока ждет, пока это откатает километров 500. В общем, придется надо эту снимать и варить. Уже вторая, третья варки, они уже дольше держатся, они уже там 400, в зависимости от погод, до 500 в сухую погоду, сухие покатухи. Да. Решили завести велосипед в целях похудения, забудьте про это. Велосипед ничего не дает вообще в этом плане. Даже скорее наоборот. Чем больше я езжу, тем больше я вес набираю. Ведь удивительная история вообще. Сегодня взвесился 96 килограмм. А я уже вчера заприметил неладное. То есть у меня до 95 еще типа толстый, но пойдет. А вот уже от 95-96 начинается аларм. Внимание, опасность. Ну и у меня есть как некий шаблон, лакмусовая бумажка такая. Мои джинсы, которые я ношу уже последние лет 10, и они всегда мне показывают состояние мое текущее. Я вчера такой поехали в город, я их по традиции напялил. И такой, о, дружок, уже чувствую, бля. Все уже там присел, жопа вылезла. Короче, и сегодня с утра такой на весы прыг 96. Хотя на последнее время такой расход по калориям, сколько у меня, это еще надо поискать. То есть я работаю 5 дней в неделю на заводе. Это монтаж, это чисто активная физическая работа. Я там до хера руками, ногами нахаживаю за целый день, будь здоров. То есть там очень много тратится калорий.
сжигается. Потом я начал ездить на работу на поезде. Это дорога на станцию. Потом просто-таки от станции Банхофа до работы это 15 минут ходьбы, а так как время там просто очень кнап, то я периодически еще и бегаю эти 15 минут. А это надо понимать в тяжелых рабочих. Ну, капец, цепь шелестит. В ботинках, с рюкзаком, в куртке, в общем, это в полной экипировке рабочей. И бегать так очень тяжело. Потом после работы та же процедура в обратном порядке. Это... О, телефон кто-то потерял. Прикольно. Что делать? Мне не нужен, но... Ладно. Там ты сейчас. Вот как его... Ты же его не разблокируешь, чтобы отдать, чтобы выяснить, чей. Шайс. Придется оставить его здесь. Я не знаю, напишите в комментариях, как надо было поступить. Сдать какое-то бюро находок, наверное. Интересно, в этом есть бюро находок в Реднисдамгарте? Наверное, что должно быть. В газету какую-то. Я представляю, что такое потерять телефон в наше время. Там все. Наверное, завезу завтра после работы в какой-то информационный там в Рыбнице у нас. Есть в Фейсбуке группа рыбницкая. Я там дам объявление и завезу его в бюро находок. Потому что сейчас его здесь кто-то просто подберет и все. Блин. Мне он точно не нужен. Я даже вам сниму, как я его буду искать, его владельца. Вообще не нужен, блин. Даже если бы это iPhone был последний, вот реально не нужен. Честно, вообще чужого не надо. Что я рассказывал, господи? Что я набрал весу, да? Очень интересная тема, ага. Да. И потом выходные. Как у меня проходят выходные? Это каждый день по 50 километров на велосипеде, как минимум. А сейчас я еще на фломарте езжу в Росток. Это 100, 120, 130 километров за 2 дня. Да, я забыл, я еще тренируюсь. 2-3 раза в неделю, как правило, 2 раза в неделю я еще дома тренируюсь. Подтягивания, отжимания, брусья, турник, вот это все. То есть я среди недели денек и еще на выходные денек. Ну или там у меня плавающая система, как правило, это 2 тренировки в неделю. Расход по калориям сумасшедший. Но я ни хера не худею, а наоборот только набираю. Я даже знаю почему, потому что я жру как не в себя, как потерпевший. Ну просто ты такой думаешь, блин, ну чего мне сейчас вот это вот ограничивать, голодать, если у меня калорий расход, будь здоров. Нифига, чем старше, тем сложнее. И уже кроме как ограничения по еде ничего не поможет. Ты хоть как прыгай, бегай, пофигу, пока не будет дефицита калорий, ничего не будет. Блин, вот зачем я этот телефон нашел? Блин, вот это мне будет лишний груз висеть на мне. Значит, я сделаю объявление в группе Рыбницкой в Фейсбуке и отнесу его какую-то на информационку завтра в Рыбнице, в городе. Это мне надо будет экстра после работы садиться на машину и ехать в Рыбницу. Они еще в это время, скорее всего, закрыты. Да. Я не знаю, но, по-моему, меня только что сфотографировал фотоаппарат. Там на углу стоит фотоаппарат на машины. Тут в этом месте ставят, прячут. И я разогнался. Сзади ехала меня машина, но она была на расстоянии. Я видел, что фотоаппарат стоит, ну, как бы за метров 50 уже. И такой еще больше газу добавил. Не знаю, меня ли фотоаппарат сфотографировал. Потому что здесь
зона 30 ограничения, а я вполне возможно ехал за 30. Первый раз такое. Прикольно. Приключение. Его покатуха. Сначала телефон нашел, потом фотоаппарат сфотографировал за превышение скорости. Надеюсь, на этом все. Надеюсь, следующим приключением и ударом для меня не будет потеря. Трата, точнее, всех 70 евро. Нарываюсь этими наушниками. Каждый раз, когда полиция проезжает мимо, я внутренне напрягаюсь. Рано или поздно они меня штрафуют за то, что я езжу в наушниках. Ну, это, то есть, надо понять, не наушнички в ухо, которые не видно, а это огромная фигня, бандура на голову, которая одевается, и которая видно издалека. Что вон тот чувак на велосипеде ездит нифига по правилам. Пока что они всегда как-то встречаются мне где-то проезжающие куда-то поперек. То есть им надо конкретно поехать тут дальше, развернуться. А надо понимать, что они, скорее всего, едут по каким-то своим делам. Да и в целом здесь все разграничено в плане том, что никто не занимается какой-то отсебятиной, типа. Ну, то есть ты едешь, у тебя есть определенный план действий на любой работе, скажем так. И ты не можешь останавливаться за каждого или ехать, разворачиваться. Кто будет без шлема ездить, в наушниках, на мопеде, на самокате без номеров. И если они будут стоять и у них будет рейд специально поэтому, конечно, они меня не пропустят мимо. Ну, так как это, как правило, либо в больших городах, либо, не знаю где, как правило, в нашей местности никто не будет стоять и тут вылавливать, выжидать, пока кто-то раз в час проедет. Ну, короче, я езжу так не из-за вредности, а потому что мне холодно в уши. И зимой, и вообще весной и осенью буду ездить в таких наушниках, а летом в тех, которые в уши всовываются, втыкаются маленьких, когда без шапки уже буду ездить. Это включать навигацию вполне возможно, что мне надо уходить налево. На этом фломарте я за все время был только один раз на велосипеде. И как бы дороги особо не помню. Ну-ка, давайте настроим навигейшн. Друзья, мы почти приехали, прямо на изи. Доехал 35 километров, вроде уже где-то рядом, по идее. Телефон отсвечивает, навигация, мониторы, я не вижу, сколько до цели. Только в наушниках его команду слушаю, вправо, влево, потому что здесь надо поблукать какими-то такими прямоучками. Вот, да. Вижу вывеску «Глобус». Здесь не просто там, что ли, заправка «Глобус». Не-не, торговый центр «Глобус». Сейчас мы подъедем
Посмотрим, сколько время. То есть я где-то к 12 прибыл. Шикардос. Если это будет где-то 11:30, полчаса на поиск, 1,5 часа домой. Если я в 1:30 буду дома, будет шикарно просто. Окей, я на месте. Где Фломат и движуха. Хотя, судя по количеству машин, он есть. Я не было, наверное, в ту сторону. Ладно, окей. По-моему, еще так рано на Фломарт не приезжал. Красавчик. Хера себе машин тут. Надо было там повернуть. С другой стороны. Я помню, в том году я здесь у чувака офигенный компакт-диски купил, сторговал по шикарной цене. Прямо метал. И это было именно здесь. Мартишка. Все, здесь спешиваемся. Так, дайте мне попасть туда. О, че я бегу-то? Сейчас прямо время пик. Время 11:25. Ага. Самый, мне кажется, пик. С велосипедом ходить вообще неудобно. Погода еще теплая. Людей очень много из-за этого. Я Иван по пошту массу до чешки старая Вена, как длинные что это за урок материал. Ты сама какой старый старый? Also ein kurzes Tier. Так, пустая трата времени. Там лежит на первой пластинке. Должно быть понятно, что там только всякая фигня. Очень большой формат сегодня, прям гигантский. Все в коробках от Амазона. Типа
Прайс 15 евро про штук. Короче, за 3 коробки за 30 евро можно купить. Там будет что-то, какой-то сюрприз. Ну, люди подходят и по весу коробки пытаются определить. Ja, nee, ich habe Что там? alles schon fertig gepackt und so. Ist gewaschen und zusammengelegt. 5 что ли, 2 евро, диски, компакт-диски. Aber ich komme mal am späten Nachmittag rum. Gut, bis später. Ja, bis dann. Ciao. Если не найду ничего интереснее, то нужно покопаться. Ага, вот он. А, так это дядька, тот, который я возил в прошлый раз покупал. Ладно. Тоже оставлю на потом, если ничего другого не будет. Народу. Ich wüsste, habe ich ja noch gefunden, aber jetzt brauchen wir es ja nicht mehr. Ne? Links zu den Strenggeschichten. Was willst du mit dem Paarbeschule? Das willst du jetzt nicht haben. Короче, буду сейчас здесь рыться, копаться, острю. Я у тетки там присел, какой-то мусор перебирать. У меня этот чувак рядом смотрит недоумением. Что-то там еще у него. У меня здесь прям клондайк. В общем, ставлю велосипед, привязываю, буду у него рыться. Если не падай. Привязываю в зоне видимости, конечно. Охереть. Walmart огромный. Глаза разбежались, честно говоря. Так, привязываю. Надо понимать, что этот замочек только если я движу велосипед.
Если я не вижу, значит это не катит. Чего он на нуле стоит? Странно. Я, блин, прикупил такие, блин. У меня еще были с бюджетом, все уезжаю отсюда, чтобы больше ничего не купить. Я прикупил Led Zeppelin и Dire Straits. Led Zeppelin прямо в шикарном состоянии. И Dire Straits за 35 евро. В общем, здесь цены стоят 28 евро. Для этой пластинки хороший прайс. У того чувака они 30-35 стоит. И Dire Straits я просто был обязан иметь себя в коллекции, потому что я их не фанат. В общем, 35 и на пятерку вылез бюджета, блин. Не планировал. Я планировал максимум 30-ку оставить здесь. Ну окей. Этот Led Zeppelin просто в шикарном вообще состоянии, просто бомба. Те, 35. Все, поехал домой.